За первый год своей жизни Майли познакомилась только с одним чувством — с болью. Майли родилась у заводчика, который занимается собачьими боями. Как только щенок немного подросла, ей стали заматывать рот скотчем, обматывать шею колючей проволокой и запускать в вольер к бойцовским псам, где те изливали на нее свою агрессию. А она была собакой-приманкой. Во время очередной такой травли Майли едва не лишилась своей задней лапки. Поняв, что выжить у собаки шансов мало, заводчик выбросил ее на улицу. Все эти факты были выцарапаны, вырваны и выгрызены на ее измученном тельце шрамами. Ветеринары увидели и составили полную картину того, что этой несчастной собачке пришлось пережить. Эту историю волонтеры приюта рассказали на своей странице в тот день, когда Майли попала к ним. К сожалению, приют не мог позволить себе операцию по ампутации лапки, и было два варианта — найти тех, кто поможет Майли, или эвтаназия. Аманда Холли, как только увидела этот пост в Facebook, тут же связалась с приютом и сообщила, что уже едет к ним, чтобы забрать Майли к себе. Через пару часов женщина забрала Майли, и животное оказалось в безопасности впервые в своей короткой жизни. Она даже не поднимала глаза, чтобы посмотреть на меня. Ее взгляд был направлен в пустоту. Видимо, она смирилась с худшим. По дороге из приюта я остановилась возле зоомагазина и купила ей большого плюшевого ежика. Когда я протягивала ей игрушку, она посмотрела на меня такими глазами, будто это была величайшая доброта в ее жизни. В тот же день Аманда Холли запустила кампанию по сбору средств на операцию для Майли, и через 2 дня необходимая сумма уже была на руках. После операции Майли должна была отправиться в приемную семью, где она восстанавливалась бы от хирургического вмешательства и ждала бы тех, кто захочет принять ее. Я не планировала ее оставлять у себя. Я просто хотела быть одним звеном в цепочке людей, причастных к спасению этой красотки. Но уезжая, я сказала волонтерам, что в случае непредвиденных обстоятельств они всегда могут связаться со мной, рассказывает Аманда. Через 2 месяца раздался звонок, который полностью изменил жизнь Аманды. Волонтеры так и не сумели найти семью для Майли. Увидев ее один раз, вы влюбитесь в нее всем сердцем. Конечно же, я согласилась принять ее, говорит Аманда. Она видела меня несколько месяцев назад, и мы тогда провели 24 часа вместе. Я не была уверена, что она вообще помнит меня, но ее непрерывно виляющий хвостик говорил об обратном. Майли легко приспособилась к жизни без одной лапки и теперь не ощущает дискомфорта. Но главная ее победа психологическая. Несмотря на то, сколько боли и страданий ей причинили люди-собаки в первый год ее жизни, она сумела всех простить. Сегодня она обожает абсолютно всех песиков и людей, которых встречает на своем пути. Она готова знакомиться и дружить с каждым из них. И это прекрасно. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.